Добрый день, дорогие друзья. Очень часто люди задают вопрос, а вот если я там загрязнен, как мне вот себя почистить? Ну, на самом деле, в первую очередь, хочу сказать про кровь, что загрязнения крови просто не бывает. Могут в крови накапливаться какие-то ненужные нам питательные вещества. Или не обязательно вообще какие-то вещества, которые нам не нужны, организм, который не может усвоить и принять их. Может такое быть? Может, да, и достаточно нередко бывает. Но так устроено наше тело, что они в норме должны выводиться через почки. Почки для того и существуют, чтобы фильтровать и выводить с мочой все ненужные вещества, которые находятся в нашей крови. Реальная интоксикация может быть, если в крови речь идет обо всем теле, да, потому что кровь во все уголки тела затекает. Реально может быть только тогда, когда нарушена работа почек. Вот тогда в крови могут находиться огромное количество веществ, которые нужно вывести. Но причиной является почечная недостаточность. То есть надо решать этот вопрос. Но мы знаем, что не все у нас всасывается в кровь. Зачастую какие-то проблемы связаны с тем, что накапливаются те вещества, которые мы съели, где-то в кишечнике. Потому что кишечник, тонкая кишка вся, изнутри сделана ворсинками. И, естественно, между ворсинками где-то могут откладываться какие-то вещества, застревать, что называется, и там оставаться. И это тоже будет приводить к хронической интоксикации нашего организма. Ну и кроме того, мы помним, что в толстой кишка там тоже есть места, в которых могут задерживаться вот каловые комки, каловые массы, так называемые камни кишечника, да, кишечные камни. Соответственно, и это тоже может быть. Приводит вот это накопление всякой грязи в кишечнике к многим различным проблемам. В первую очередь, это вся аллергия. Все аллергические реакции завязаны на грязную кишку, на загрязнение кишки. Во-вторых, может быть всевозможные диатезы, детские диатезы. Ну, самое типичное, например, когда можно сразу сказать, что эта проблема именно связана с грязной кишкой. Если женщина рожает в молодом возрасте, когда она еще не успела накопить у себя грязи вот этой вот, то у детей диатезы бывают очень редко. А вот если женщина рожает 30 и за 30, тогда, как правило, у 99% детей будут диатезы, то есть аллергические вот эти проявления. Почему? А потому что женщина успела к этому времени накопить определенную грязь внутри себя, а так устроен женский организм, что выделение этой грязи, выведение этой грязи идет через месячные. С месячные все выделяется. Поэтому чем обильнее месячные, тем более показательно, что организм грязный. Вот у полинезийских женщин месячные очень скудные. Почему? А по той простой причине, что у них очень мало загрязняется организм. Они живут в естественной, чистой природе. А мы, живя в городах, постоянно интоксикацией занимаемся своего организма. Если вы устали от постоянных визитов к врачам, это видео для вас. Так вот, если грязь вот эта вся водится с месячными. Когда женщина беременеет, ребенок живет в матке, но месячных уже нет. Но вся грязь продолжает накапливаться в этой же матке. Но только она уже накапливается, она уже не вводится, потому что месячных нет, не с чем ее выводить. Она накапливается. И получается фактически, что ребенок живет, увеличивается, растет в самом грязном месте женщины. Может быть, вы даже помните, раньше было такое, что в церкви женщину во время месячных не пускали. Говорили, потому что ты грязная. Да, потому что в месячные выделяется грязь вся из организма. Так оно все и есть. Вот. Поэтому женщина, если рожает в более позднем возрасте, когда накопила грязь, она сильно рискует здоровьем своего ребенка. Именно вот в этом плане, в плане возникновения всевозможных аллергий. Поэтому рожайте, дорогие девушки и женщины, рожайте в более раннем возрасте. В позднем не надо. Не издевайтесь над своими детьми. Существует способ очистки кишечника. Два способа. Это то, что вы искали. Держитесь, ведь впереди много интересного. Один, по которому я рекомендую тем, у кого есть аллергические проблемы. Любая аллергия, неважно на что она, на солнце аллергия, на пыль, на кошку, там, на прием каких-то продуктов, неважно. Любая аллергическая реакция реализуется через грязный кишечник. Самый простой вариант, который может выполнить любой человек, который не нагрузочный, который легко выполним, который не нужно делать каждый день там по 10 раз, это чистка кишечника
Тонкая кишка чистится сорбентом, а толстая клизмой. Делаются эти процедуры один раз в неделю. Например, сегодня вы принимаете сорбент. Только сорбент, смотрите, любой сорбент можете взять, какой вам хочется, какой душа пожелает, но идет суточная дозировка сорбента, потому что есть сорбенты, которые на один раз принимаются, а есть сорбенты, которые по 3 раза в день принимаются, да. Поэтому в зависимости от того, какой вы берете суточную дозировку на один прием. То есть за один прием вы выпиваете суточную дозировку сорбента. Я расскажу, как избежать распространенных ошибок, чтобы вы не потеряли время. До сорбента 3 часа не есть. И после сорбента 3 часа не есть. Почему? Потому что сорбент – это вещество, которое связывает те другие вещества, с которыми она столкнется. Поэтому нужно, чтобы этот сорбент собрал ту грязь, которая отложилась в вашей тонкой кишке. Смысл в этом. Если вы его примете после еды или непосредственно перед едой, то он будет связывать не то, с чем он столкнется в тонкой кишке, а будет связывать вашу пищу. И толку от этого приема сорбента просто не будет. Это первое. Второе. Многие боятся принимать большую дозировку сорбента. Сорбент – это то, что втягивает, связывает вещества, которые находятся в вашей кишке. Он сам не должен всасываться. Если он всасывается, это не сорбент. Вам нужен сорбент, вещество, которое не всасывается. Поэтому от того, что вы возьмете большую дозировку, а не меньшую, вы только сделаете пользу. Чем больше, тем лучше. Поэтому не бойтесь больших дозировок сорбентов. Если это сорбент, только посмотрите, на самом деле это сорбент. Потому что зачастую у нас под сорбентом понимают совершенно другие вещества. Пример сразу. Не буду говорить, какой компании. Существует такой препарат, называется литовид. Называют его в этой компании сорбентом, но добавляют в этот литовид, он литовид L, литовид М, Н и так далее. То есть добавляют различные вещества. Простите, если это сорбент, то те вещества, которые вы туда добавляете, он не отдаст никуда, он их на себя свяжет, если это сорбент. Или если вы хотите наполнить организм какими-то веществами, тогда зачем вы принимаете их вместе с сорбентом? Либо это не сорбент, либо что-то не так. Разницы тогда нет между этими литовитами. Вот, к сожалению, вот это так все делается. Поэтому сразу смотрите, это должен быть сорбент. Это первое. То есть какой-то день, один раз в неделю вы принимаете суточную дозировку сорбента отдельно от еды. Дальше, на следующий день или через день вы делаете клизму. Клизма делается обыкновенной водой, тепленькой, разумеется, не холодная, не горячая, теплая вода. Желательно 1,5 литра. Стандартная клизма, стандартная кружка эсмука для клизм делается. Один раз в неделю на протяжении 2-3 месяцев. За это время вы прочищаете кишечник, и любая аллергическая реакция исчезает, уходит. У вас больше никакой аллергии не будет. Много лет, до тех пор, пока вы снова не загрязните свой кишечник. Вот это один самый простой, самый элементарный, без противопоказаний способ чистки кишечника. Есть еще один способ чистки кишечника. Он более мощный, более сильный. Кроме того, он чистит не только кишечник, он чистит и кровь. Готовы перевернуть ваше мнение о лечении? Тогда продолжайте смотреть. Замечательный способ, восточный способ, взятый из восточной медицины, называется Шан-Пракшалана. Что там происходит? Этот способ основан на осмосе. Мы знаем, что соль всегда вытягивает на себя воду. То есть этот способ делается каким образом? Берется солевой раствор, причем гипертонический солевой раствор. Что такое гипертонический? Это у нас в крови концентрация солей вот такая, а гипертонический – это когда концентрация больше. Создаете гипертонический солевой раствор и с определенной частотой выпиваете по стакану этого гипертонического солевого раствора. После того, как выпили этот раствор, вы делаете специальные упражнения, там 4 упражнения, которые помогают этому гипертоническому раствору пройти по всему вашему желудочно-кишечному тракту, которые растягивают, расслабляют сфинктеры, которые там могут мешать этому раствору и так далее. То есть в течение часа, 1,5 часов у вас начинается понос. Почему? А потому что вот этот солевой раствор, проходя по кишечнику, он вытягивает на себя, он из кишки не всасывается, потому что мы говорили осмос, закон осмоса. То есть в крови концентрация солей меньше, чем в кишечнике.
И из кишечника этот солевой раствор в кровь не всасывается. А вот из крови, наоборот, вся вода будет высасываться в кишечник. И больше того, в воде у нас водорастворенные всевозможные вещества находятся. То есть вся гадость, которая у нас чем запачкана, кровь наша, да, она вся будет вот сюда выходить в кишку. И выпивая, например, литр этого гипертонического солевого раствора, из вас выходит потом литров 7 поноса. Вот как это все устроено, как работает техника. Почему я и говорю, что она чистит не только кишечник, она чистит еще и кровь. Очень хорошая техника, но она достаточно нагрузочная, поэтому я не рекомендую делать ее людям с какими-то серьезными проблемами желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистыми проблемами, сильными, выраженными. Почему? Потому что это достаточно большая нагрузка на организм. Вот, дорогие друзья, 2 основных способа почистить свое тело, которые я могу вам порекомендовать. Все остальное, то, что чаще всего рассказывают: вот пейте вот эту травку, она чистит суставы. Вот пейте эту травку, она там чистит сосуды. Бред сивой кобылы в глухую декабрьскую ночь. Травы действуют каким-то способом, да, они могут там мочегонным действием обладать или еще там что-то, да, но ничего они не чистят. Не путайте, это совершенно другие понятия. Поэтому иногда травы нужно пить, не всем и не всегда и не все, но от них может быть польза, но опять-таки может быть и вред. Поэтому смотрите, что вы делаете со своим организмом. Проверяйте, нужно вам это или нет. А почистить реально вот вы можете вот такими 2 совершенно нехитрыми способами. Первый, как я сказал, уже годится всем подряд, любой человек может его выполнить. А второй способ, только тем, кто более или менее здоров. Хочу сегодня вам рассказать про то, как почистить свой кишечник. Дело в том, что очень-очень много проблем бывает связано у нас именно с грязным кишечником. Банально, практически все кожные заболевания, особенно аллергия, ревматоидный полиартрит, там еще что-то, тот же самый... в общем, много-много-много всевозможных заболеваний, которые проявляются на коже. Причиной их является грязная кишка. Кишки, как вы знаете, у нас 2. Одна тоненькая, а другая толстая. Соответственно, нужно прочистить тонкую кишку и толстую. Чистятся они отдельно. Тонкая кишка чистится сорбентом. Сорбент – это вещество, которое связывает все то, на себя захватывает, связывает все то, с чем он сталкивается. Да? То есть, если у вас там в тонкой кишке накопилась какая-то грязь между ворсинками, какие-то шлаки, там еще что-то, то когда вы начинаете принимать сорбент, он идет туда, в эту тонкую кишку, и на себя все это связывает, всю ту гадость, которая там накопилась у вас в течение жизни. А сорбент, естественно, поскольку он должен связать все то, с чем он столкнется в тонкой кишке, то естественно, что он должен идти отдельно от пищи. То есть 3 часа до сорбента, 3 часа после сорбента есть нельзя. Пить в это время, в эти 6 часов, только простую воду. Ни чай, ни кофе, ни соки какие-нибудь. Да? Почему? По той же самой причине, чтобы не забивать сорбент, чтобы он связал не то, что вы съели или выпили, а чтобы он связал то, с чем он столкнется в вашей тонкой кишке. Вот смысл. Хотите разобраться, как работает ваше тело и что делать при самых разных заболеваниях? Курс «Энциклопедия здоровья» – это 200 видеоуроков от доктора Евгения Божьего. Все по алфавиту, удобно и понятно. Знания, которые помогают исцеляться. Ссылка в описании под видео. Принимается сорбент 1 раз в неделю. Однократный прием, но берется суточная доза сорбента. Потому что некоторые сорбенты разбиты на 2, на 3 приема в день. Соответственно, вам нужно собрать суточную дозировку приема суточную дозировку сорбента в 1 прием. И 3 часа до, 3 часа после сорбента не есть. Удобнее всего, по собственному опыту говорю вам, удобнее всего это делать ночью. Легли спать, положили сорбент возле себя на тумбочку с водичкой. Ночью проснулись, вспомнили, мне выпить. Выпили, водичкой запили и опять спите. И тогда никакого дискомфорта по поводу того, что вы целых 6 часов не едите, не будет. Вот так удобно. Чистится 1 раз в неделю. Но, опять-таки, сорбент подбирается индивидуально, потому что в аптеке всяких сорбентов много.
А какой вам пойдет, Бог его знает. Единственное, сейчас не рекомендую уголь активированный. Раньше очень активно рекомендовал, сейчас не рекомендую. Почему? А потому что сейчас уголь активированный стал идти с крахмалом. Вот для чего сорбент уголь активированный забивают крахмалом? Ну, я не знаю, кроме как вредительством, я не могу это никак расценить. Почему? Потому что, мы уже говорили, сорбент должен связать то, с чем он столкнется. Но если вы уже этот сорбент забили крахмалом, так что он тогда будет на себя связывать? Он просто пройдет мимо той гадости, которая у вас в тонкой кишке, и ничего с ней не будет. Вот как это делается. Поэтому, к сожалению, я не знаю, еще раз говорю, для чего фармкомпании начали вот это вредительство делать. Портить хороший сорбент, портить крахмалом. Я не знаю. Но смысла нету сорбент добавлять какое-то другое вещество. То есть вы же забиваете, уменьшаете его действие. То есть это же искусственно уменьшаете. Поэтому пользуйтесь чем-то другим. Ну, много-много всевозможных форм сорбентов. Там энтеросгель, там энтеросорб, там и так далее, и так далее. Много. Вот. То есть посмотрите, что вам по душе, то и делайте. Ну, как вариант, я рекомендую уголь для мангалов взять. Вот. Но тоже кто-то из пациентов сказал, что его готовят. Тоже очень интересно, что для того, чтобы приготовить уголь для мангалов, там его тоже поливают какой-то химией. Поэтому, может быть, тогда и не надо действительно так делать, потому что раз этот уголь тоже забит чем-то, да, каким-то химическим веществом, то, значит, наверное, тоже будет неполноценный сорбент. Вот. Так вот, один раз в неделю вы принимаете сорбент. Сорбентом вы чистите тонкую кишку. Да? Но у нас, как мы сказали, кишки две. То не только тонкая, но и толстая. Толстая кишка чистится также раз в неделю, чем правильно клизмой. Потому что клизмой тонкую кишку вы не почистите, а вот толстую как раз очень можно. Как делается клизма? Обыкновенная стандартная кружка эсмарха 1,5 литра, да, теплой воды, только не холодная она должна быть. Добавлять туда в эту воду ничего не нужно. Просто обыкновенная вода из-под крана, ну такая достаточно хорошо теплая. Вот. Делаете клизму на следующий день после приема сорбента. Ну, например, по средам, каждую среду вы принимаете сорбент, каждый четверг вам нужно делать один раз клизму. Вот. Все это делается на протяжении 3 месяцев. То есть 12-13 недель. За это время вы прочищаете тонкую и толстую кишку и избавляетесь от любой аллергии. Любую аллергию, неважно, там, на солнце, на кошку, там, на пыль, на какое-то цветение там, на пыльцу, неважно. Любая аллергия лечится вот таким простейшим способом. Практически бесплатно. Всего один раз в неделю вы что-то делаете с собой, да, и за 3 месяца гарантированно вы получаете избавление от своих аллергических реакций. Вот таким образом вот эта чистка кишечника помогает вам быть здоровым. Есть еще один способ чистки кишечника, который я рекомендую делать время от времени. То есть если вот эта чистка сорбентом и клизмой однократно, то есть 3 месяца один раз вы сделали, и все, вы практически на всю жизнь освободились от аллергии. Вот. То есть еще чистка кишечника очень хорошая, очень такая сильная и мощная, и я бы сказал, более универсальная, которую периодически желательно делать. Но если не каждый год, то хотя бы там раз в 2 года в течение времени, а уже после какого-то возраста, ну, лет после 30, уже имеет смысл эту чистку делать. Называется чистка из системы йоги, называется Шанг-Пракшалана. Вот. В чем она заключается? Она заключается в том, что вы выпиваете определенное количество гипертонического солевого, уже не содового, солевого раствора, вот, и делаете, там, каждые 15 минут делаете определенный комплекс упражнений. Вот. И этот солевой раствор, поскольку он гипертонический, да, закон осмоса, где концентрация соли больше, там вода из тех мест, где концентрация соли меньше, начинает вытягиваться вот в это место. То есть, когда вы пьете гипертонический солевой раствор,
со всего тела в тонкую кишку начинает выходить вода. И вода не просто вода, а поскольку она выходит из крови, из межклеточных тканей и так далее, она содержит в себе кучу всего того, что там отложилось. Там соли, кислоты там, и так далее. Много всякой гадости в течение жизни мы накапливаем в своих клетках. Вот. И вот это все начинает выходить в тонкую кишку. И реально получается, что выпиваешь литр вот этого гипертонического солевого раствора, а выходит из тебя литров 7-8 раствора. Поэтому, естественно, хочется пить сразу же. Вот. И надо будет пить. Вот. Единственное, только есть нюанс. Там есть определенные правила выполнения вот этой самой шан-пракшаланы. Поэтому сами, если вы никогда не делали, не делайте ее первый раз. Первый раз ее надо сделать под руководством человека, который уже делал и знает, как это правильно делается. Потому что там есть определенное начало и определенный конец. То есть эта процедура должна быть завершена определенным образом. Вот. Поэтому не делая никогда, сами не делайте. Вот. А потом, когда уже сделали под руководством опытного человека, тогда после этого уже можете начинать делать ее сами уже в следующие разы, когда будете делать. Пожалуйста. Я говорю, делать ее часто не обязательно. Вот, раз в полгода, раз в год, раз в 2 года. Очень хорошая техника, процедура. Только сразу еще предупреждаю, делать ее можно только тем, кто более-менее в хорошем состоянии. Очень сильно больным людям не надо, потому что это очень большая нагрузка. Хочу вам рассказать про тонкую кишку. Зачем она нам нужна, что она вообще делает в нашем теле, в нашем организме. Ну и, соответственно, немножко коснемся проблем, которые могут возникать с нарушением работы тонкой кишки. Ну, тонкая кишка – это следующий этап нашего пищеварительного тракта после двенадцатиперстной кишки. Двенадцатиперстная кишка переходит в тонкую кишку. Условно, очень условно, тонкая кишка вся делится как бы на 2 отдела. Это тощая кишка и подвздошная кишка. Но это достаточно условно. Суть разделения небольшая. Ну, могу сказать, почему оно существует. Потому что задача тонкой кишки – это допереварить недопереваренные продукты, которые недостаточно переварились в желудке и двенадцатиперстной кишки. То есть там происходит допереваривание с помощью бактерий. Вот. И после того, как уже бактерии обработают и допереварят эти остатки пищи, эти молекулярные остатки превратятся крупные молекулы в мелкие молекулы, то эти мелкие молекулы должны всосаться в кровь. Это тоже происходит все в тонкой кишке. Вот поэтому в тощей кишке, то есть верхняя часть тонкой кишки, тощая кишка, там происходит допереваривание с помощью микрофлоры кишечника, вот этих самых так называемых полезных бактерий, которых у нас там 30 с лишним видов, где-то 32 или 36 видов различных бактерий. Нам рассказывают только про бифиды и лактобактерии. На самом деле их, я говорю, больше 30 видов бактерий, которые живут в нашей кишке и помогают нам допереваривать нашу пищу, съеденную пищу. Именно для этого они нужны. Зачем допереваривать? А допереваривать нужно для того, чтобы пища, остатки, вот эти молекулярные остатки пищи могли быть усвоены нашими клетками. Дело в том, что крупные молекулярные остатки не могут попасть в клетку по одной простой причине, что поры, через которые они могут проникнуть в клетки, они меньше, чем сами эти крупные молекулы. И крупная молекула через клеточную пору пройти не может. Поэтому существуют вот эти вот бактерии, которые крупные молекулярные остатки разлагают на мелкие. И тогда уже эти мелкие, когда всасываются в кровь, там, доносятся до клеток и поступают в клетки. Вот для чего нужна вот эта микрофлора наша. Живет она, как я сказал, уже в тощей кишке, это верхний отдел тонкой кишки. В нижнем отделе, в так называемой подвздошной кишке, происходит всасывание. Всасывание остатков, вот этих низкомолекулярных остатков в кровь. Каким образом это происходит? Элементарно просто. Во-первых, для того, чтобы из полости кишки что-то могло всосаться в кровь, должна быть большая площадь соприкосновения полости кишки с
со стенкой сосудов кровеносных, да, а для этого вся тонкая кишка выслана ворсинками называются, да, то есть такими выступами в просвет кишки. В этом выступе, каждом выступе идут сосуды. И количество вот этих вот ворсинок, оно очень многократно, вот во много раз увеличивается площадь соприкосновения пищи с сосудами, то есть с кровью. И именно благодаря этому вот все то, что находится в тонкой кишке, имеет возможность попадать в кровь. Плюс еще один фактор. Как мы уже говорили, что у нас продукты питания сами не двигаются. То есть у них нет каких-то средств передвижения, там, мотоциклов, машин, даже самокатов нету. Вот. Но тем не менее они как-то в кровь попадают. За счет чего? А у нас существует закон, по которому вообще осуществляется движение всех химических веществ в нашем теле. Это закон передвижения молекул от более кислой среды к более щелочной, то есть по градиенту pH. Вот. Для этого в полости тонкой кишки создана слабокислая среда. А в крови слабощелочная среда. Вот. И все движения всех веществ идет от более кислой среды к более щелочной. Соответственно, из кислой среды в полости кишки продукты, вот эти молекулы всасываются в более щелочную кровь, вытягиваются в более щелочную кровь. После этого они из крови должны попасть в межклеточную жидкость. Соответственно, для этого в межклеточной жидкости еще более щелочная среда. И потом из межклеточной жидкости должны попасть в клетку. Поэтому в клетке еще более щелочная среда, чем в межклеточной жидкости. Вот таким образом происходит усвоение пищи. И происходит это все в тонкой кишке. Вот. То есть задачи у тонкой кишки две. Первая — до переваривания крупных молекулярных остатков в мелкие. И второе — это всасывание вот этих переваренных уже остатков пищи в кровь. И, соответственно, дальше они уже идут на питание наших клеток. Вот зачем нам нужна тонкая кишка и что она делает. Какие проблемы здесь могут возникать? Самая основная проблема, которая возникает в тонкой кишке, это вот так называемый дисбактериоз. То есть нарушение вот этой самой микрофлоры, полезной микрофлоры тонкой кишки. Что при этом происходит? Ну, поскольку мы говорили уже, что эта микрофлора осуществляет до переваривания крупных молекулярных остатков в мелкие, да, то, соответственно, когда не хватает этих бактерий, то у нас крупные молекулы не доперевариваются, остаются крупными. В кровь они всосаться из тонкой кишки могут легко, потому что система устроена так, что из тонкой кишки в кровь всосется все, что угодно, хоть слон. А вот попасть в клетку они не могут. И вот эти крупные молекулярные остатки остаются в крови. Вот. И по сути дела, поскольку то, что у нас попадает в кровь, но не может быть утилизировано, использовано нашими клетками, оно фактически является токсинами, ну или шлаками, да? То есть чужеродными веществами, которые не могут быть использованы нашими клетками. Они должны быть выведены из организма. Выводится все, как вы знаете, у нас через почки. Да? Но здесь тоже есть одна хитрость. Если мы едим 3 раза в день, и больше килограмма получается продуктов всевозможных, которые не могут быть из-за недостатка бактерий быть до конца переварены, попадает в нашу кровь, то как-то их надо куда-то убирать. Я говорю, выводится все через почки. Но такое огромное количество этих самых шлаков наши почки просто не успевают выводить. Да? Им не хватает времени и сил на то, чтобы это сделать. Соответственно, получается ситуация, когда кровь у нас постоянно зашлакована. То есть в ней постоянно находятся вещества, которые наше тело не может усвоить. Естественно, это чрезвычайная ситуация, которая мешает нам жить и работать, которая в каких-то запредельных моментах грозит даже смертью. То есть это фактически интоксикация организма. Организм, естественно, это знает и должен как-то с этим бороться. Что он делает? Он выводит вот эти шлаки накопленные куда-то, куда? А у нас, поскольку, говорю,
почечная система, мочевыводящая система перегружена, она не успевает выводить. Вот у нас существует такая вещь, как жировая ткань. Жировая ткань не только нам нужна для того, чтобы создавать тепло и сохранять тепло, внутреннее тепло нашего тела. Жировая ткань еще является мало, то есть она плохо кровоснабжается и такая достаточно инертная ткань, которая мало участвует в обмене веществ. Соответственно, это своего рода депо, в который могут откладываться токсины. И вот в той ситуации, когда у человека возникает дисбактериоз, вот, он начинает полнеть. Почему? А потому что наше тело выводит вот эти шлаки и токсины в жировую ткань из крови. Почему? Потому что жировая ткань самая инертная, и там эти шлаки сильно никому не мешают. Их можно содержать там, вот, чтобы не отравилось все тело. И как только возникает дисбактериоз, человек начинает полнеть. Вот. Это один из механизмов образования избыточной полноты. И естественно, поскольку это все происходит в кишечнике, то есть в туловище, да, в первую очередь при таком виде полноты начинает полнеть именно туловище. То есть ручки, ножки остаются у человека такие же, как были, а на животе в области талии начинают откладываться жировые отложения. Вот это тоже как раз и есть показатель дисбактериоза, того, что у человека недостаточная микрофлора кишечника. Что сделать, чтобы убрать эту полноту и восстановить функцию тонкой кишки? Банально просто нужно восстановить микрофлору кишечника. Делается чаще всего, и самый простой вариант, это с помощью специальных бактерий. То есть вы заселяете свой кишечник теми бактериями, которые должны здесь быть. Лучше всего я рекомендую делать это с помощью препарата для животных, Ветом-1 называется. То есть это бактерии, которые восстанавливают микрофлору кишечника. Но поскольку у нас животных никто убивать не собирается, вот, в отличие от людей, животные нам нужны, соответственно, и работают лучше всего препараты, выпущенные для животных. Препараты для людей чаще всего не работают. Поэтому предлагаю вам сходить в ветеринарную аптеку и именно в ветеринарной аптеке купить препарат для вот этих восстановления микрофлоры кишечника для животных, который так и называется Ветом-1. Вот, дорогие друзья, что делает тонкая кишка в нашем теле, для чего она предназначена, какие в ней могут возникнуть и чаще всего возникают проблемы, и, соответственно, как вы можете эти проблемы самостоятельно, без походов по врачам, решить.